Принц Ворон. Первая глава. В одном далеком царстве жил король со своей королевой. Он был очень хорошим правителем, добрым и справедливым. Все его за это любили и уважали. И все бы ничего, но одна беда – у них много лет не было детей. Наконец судьба сжалилась над ними, и вот однажды король узнал, что станет отцом, и его счастью не было предела. Все в королевстве обрадовались этой новости. Но жила среди людей одна колдунья. Эта женщина была очень злой и завистливой, и только она не радовалась этому известию. Ведьма злилась на весь белый свет, завидовала королю и королеве. Видимо, потому что никто не брал ее замуж, и она была бездетной. От собственной злости ее всегда рвало желчью, а узнав о том, что королева станет матерью, она затаила на нее обиду и задумала неладное. И вот в положенный срок у короля и королевы родился сын. Глашатые протрубили на все королевство о том, что король по этому случаю устраивает пир и приглашает к себе в замок всех желающих разделить с ним это событие. Пришло много гостей. Среди них была и злая колдунья со своей дальней родственницей. Эта родственница, в отличие от своей кузины, была доброй феей. Король распорядился объявить о том, что каждый присутствующий может подойти к принцу, посмотреть на наследника и дать напутствие на долгую жизнь. Злая колдунья достала из кармана перо черного ворона и, подойдя к колыбельке, воткнула перо в волосы маленькому принцу и шепотом произнесла заклинание: «Быть тебе вороном, жить тебе в каменных скалах, высоко в горах, далеко от своих родителей. Они не увидят тебя больше и оба умрут от тоски. Ты не будешь наслаждаться жизнью, а будешь страдать, и люди тебя будут бояться». С этими пожеланиями она удалилась прочь. Фея услышала каждое слово, сказанное злодейкой, но решила не бывать этому. Она прекрасно знала ведьмин характер и ее злобу на весь белый свет. По правилам своих предков добрая фея не могла отменить проклятие, но могла изменить его. Она подошла к маленькому принцу, погладила его по голове и сказала тихо: «Милый принц, когда тебе исполнится 10 лет, впереди тебя ожидают сложные испытания. Ты станешь птицей и улетишь в свой замок на скалах. Я наделяю тебя способностью превращаться до огромных размеров и усмирять стихию воды и огня. Тебе придется жить вдалеке от своих родителей. Люди будут бояться тебя, но когда узнают поближе, перестанут пугаться. Сила твоя будет исходить от твоей доброты и сострадания ко всему живому. И эта сила останется с тобой навсегда. Днем ты будешь вороном, а ночью самим собой. Ты будешь необычной птицей, ты сможешь говорить и всегда поможешь тому, кто окажется в беде и позовет на помощь. Чары развеются и исчезнут навсегда, когда ты вырастешь и полюбишь чудовище». Маленький принц протянул к ней свои ручонки.
Одной рукой фея дотронулась до правой руки принца, а другой погладила левую. В этот день больше никто не пожелал принцу плохого, все желали ему только хорошее и доброе на долгую жизнь. Пиршество закончилось, и все разошлись, и жизнь потекла своим чередом. Принца назвали Эдгар. Он был очень милым ребенком. По всему замку раздавался его звонкий голосок. Король с королевой не могли нарадоваться своему счастью. Прошло уже 9 лет. Мальчик вырос добрым и очень красивым. Приближался 10-й день рождения наследника. И вот наступил тот день. Все в королевстве радовались и готовились к пиршеству в честь принца. Лишь злая колдунья была вне себя от злости. Ведьма ненавидела, когда люди были счастливы. Каждый год она с нетерпением ждала, когда же ее проклятие сработает. Злодейка жаждала этого уже много лет подряд. И вот, когда пир был в самом разгаре, погода стала портиться. Откуда-то налетели огромные черные тучи, начался ураган. Сильный ветер выбил окна в замке, и горящие свечи попадали на пол. Разгорелся пожар. Люди в панике стали разбегаться и спасаться кто как мог. Король взял королеву за руку, стал оглядываться по сторонам, ища сына, и громко кричал: «Принц, где ты?» Но его нигде не было. Он отвел королеву в часовню, это было самое безопасное место в замке, а сам вернулся, чтобы продолжить поиски своего сына. Когда замок охватило сильное пламя, в небе появился огромный черный ворон. Он подлетел к пожару очень близко и своим левым крылом успокоил ветер, а когда взмахнул правым крылом, то потушил весь огонь. К счастью, замок лишь немного пострадал и остался цел. Люди вначале испугались этого огромного ворона, но когда он усмирил сильный ветер и погасил пламя, то остались благодарны ему и перестали бояться. Когда стихия окончательно утихла, ворон покружился над замком, взмахнув крыльями, улетел прочь. Король нигде не мог найти своего сына. Он несколько раз обыскал весь замок, но так и не нашел его. И все решили, что принц погиб в пожаре. Безутешная королева заболела от горя, слегла в постель и вскоре умерла от тоски. Король был сильно опечален, стал грустным и никуда не выходил. Всем в королевстве от этого было грустно. Только колдунья радовалась этому горю. Она смеялась и была в восторге от того, что ее проклятие сбылось. Конец 1 главы. На этом история не заканчивается. Продолжение в следующем ролике. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк или дизлайк. Мне важно любое ваше мнение. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в следующей главе. Сладких вам снов!